Друзья, всем привет! Вы на канале Сладкий Мастер. Готовлю восхитительный торт клубника со сливками, который является традиционным летним тортом в нашей семье. Торт по семейному рецепту получается очень нежным благодаря сочным бисквитам с ягодным джемом. Особое преимущество торта в том, что он готовится очень просто, при этом обладая отменным вкусом. По вкусу торт очень схож с фрезье, но в отличие от французского торта, в начинке используется не цельная клубника в виде половинок, а полностью пробитое и вымешанное клубничное пюре в сливках. Такое сочетание начинки делает торт очень интересным и ароматным. Друзья, вместо листового желатина можно использовать порошковый желатин. Клубнику предварительно очистил, промыл и обсушил. Все особенности данного рецепта, а также мерные значения по продуктам смотрите в рекомендациях, которые я оставил под этой публикацией. Для приготовления бисквита в яйца всыпаю весь сахар, взбивая на высоких оборотах миксера до получения пышной яичной массы в течение 3 минут. Добавляю кефир, недолго перемешиваю. Добавляю растительное масло, недолго перемешиваю. Всыпаю всю муку, разрыхлитель, соль и ванилин. Перемешиваю миксером, не включая его, чтобы сухие ингредиенты не разлетелись. Затем включаю миксер и перемешиваю на низких оборотах до получения однородного теста на кефире. Форму диаметром 23 см с предварительно выстиранной пекарской бумагой вливаю все кефирное тесто. Убираю форму с тестом в разогретую до 170 градусов духовку на 45 минут. Готовность выпечки проверяйте деревянной шпажкой, не вынимая форму из духовки. Готовый бисквит разрезаю на 3 бисквитных коржа ножом-пилой. При отсутствии ножа-пилы воспользуйтесь очень острым ножом. Вот такие пористые и мягкие коржи внутри получились. Для сборки торта рабочую поверхность обтянул пищевой пленкой. Сверху устанавливаю разъемное кольцо диаметром 25 см. Пищевую пленку открепляю от рабочей поверхности, заправляю внутрь кольца, фиксируя ее руками. Пищевая пленка в данной конструкции будет служить гидроизолирующим элементом между доской и тортом. Внутрь формы вставляю ацетатную ленту, чтобы было проще извлекать торт из формы. Вместо ацетатной ленты можно воспользоваться пергаментной бумагой. Для приготовления пропитки в блендер добавляю клубнику. Всыпаю сахар. Пробиваю клубнику сахаром до получения клубничного соуса. Клубничный соус для пропитки торта готов. Внутрь конструкции укладываю первый бисквитный корж пористой стороной вверх. Сверху добавляю клубничный соус с помощью глубокой ложки. Часть соуса обязательно оставляю для следующих 2 кефирных коржей. Равномерно распределяю клубничный соус по всей поверхности выпечки. В качестве дополнительной прослойки я использую очень густой джем. Вы можете использовать как густой джем, так и густое варенье, а также свежие ягоды или ягоды из-под варенья. Распределяю джем по поверхности коржа. Сверху укладываю второй корж и проделываю идентичные манипуляции, таким образом формирую основу из 3 бисквитных коржей. Третий бисквитный корж достаточно только пропитать клубничным соусом, без прослаивания ягодным джемом. Убираю форму с бисквитным основанием в холодильник. Для приготовления клубничного суфле в воду погружаю листовой желатин. Мерные значения на порошковый желатин я указал в рекомендациях к этому рецепту. Оставляю набухать в жидкости. В клубнику всыпаю сахар. Пробиваю в блендере до получения клубничного соуса. Клубничный соус вливаю в сметану. Перемешиваю клубнично-сметанную массу до однородности. Отдельно сливки вливаю в глубокую чашу. Взбиваю миксером до очень мягкой основы, без каких-либо сливочных клювиков. Очень важно просто вымесить, чтобы просто немного уплотнить сливки, как питьевой йогурт по плотности. Готовая сливочная основа не держится на лопастях миксера, а стекает как растаявшее мороженое. Именно так и должны быть вымешаны сливки в этом рецепте. Набухший желатин извлекаю из чаши с водой и отжимаю руками. Перекладываю желатин в чашу и растапливаю в микроволновой печи. Горячий желатин вливаю в клубнично-сметанную массу. Недолго перемешиваю миксером. Вливаю вымешанные сливки. Недолго перемешиваю миксером до однородности. Готовый сливочно-клубничный мусс вливаю в форму прямо на бисквитные коржи. Убираю торт в холодильник минимум на 5 часов для охлаждения и стабилизации. Мой торт простоял в холодильнике всю ночь до утра. Осторожно снимаю пищевую пленку с кольца, извлекаю разъемное кольцо, отделяю ацетатную ленту. Для украшения в сливки всыпаю сахарную пудру. Взбиваю до получения устойчивых клювиков. На поверхность для сборки торта наношу немного крема для устойчивости. Устанавливаю торт на сервировочную тарелку при помощи 2 плоских шпателей. И вместо шпателей можно использовать широкие ножи. Украшаю торт сливочным кремом по ободку с помощью кондитерского мешка и насадки крученая звезда.
Сверху накрученные сливочные розы устанавливаю клубнику. Окончательно завершаю оформление торта листочками мяты. Торт клубника со сливками – это великолепный летний торт с нежными бисквитами и коржами, напитанный клубничным соусом и прослоенный дополнительно ягодным джемом, очень пышным клубничным суфле и ароматным ягодно-сливочным декором. Идеальное сочетание клубники в сливках делают этот десерт по-настоящему очень вкусным и ароматным. Свежая клубника с мятой в декоре не только придает красивый и эстетический вид торту, но и дополнительно по-летнему освежает. Торт невероятно вкусный и понравится всем любителям нежных тортов с ягодной основой без приторно-сладких кремов. Спасибо, мои дорогие, за подписку, лайки и комментарии, тем самым вы продвигаете канал.